Якутск не жопа мира. Я наконец-таки добрался до кофе, где мы встретились с Егором. Егор местный житель, который обрадовал меня, что сейчас тепло. То есть обычно он говорит в это время сколько? Уже минус 35-40, сейчас вообще тепло. Я сегодня без шапки вышел из дома. Смотри, когда я вышел сейчас из гостиницы без шапки, на меня смотрели как на идиота, и мне показалось, что девушка на ресепшене тревожную кнопку, чтобы эта полиция сразу меня забрала. И я решил быстро шапку все-таки накинуть. Нет, я думаю, что не из-за шапки они на тебя так смотрели, за прически. Я специально постригся даже, ты видишь, я вчера пошел постригся, чтобы людей не пугать. И цвет, и кудрявость очень непривычно. У всех черные, гладкие волосы. Смотрите, Егор, он, у тебя футболка и все, да? Ну да. Я свитер надену, когда будет минус 50. Сумасшедший человек. Так, и мы опять... Блин, подожди! Я вижу велосипед! Я вижу велосипед. То есть кто-то приехал в кафе на велосипеде минус 30. Я уверен, велосипед стоит здесь с лета. Ну, не с лета, наверное. Пару недель, может, стоит. Слушайте, да, действительно, кто-то приехал на велосипеде. Невероятно. Слушай, я смотрел, какие-то вот модные кафе всякие открываются, да? Ну да. Вообще в Якутске всего 340 тысяч человек живет, но достаточно живенько. Вот у нас тут недавно дом обрушился из-за того, что он был построен еще в советское время и как бы уже поплыл. У нас, как я писал в гиде своем, у нас же вечная мерзлота ведет себя как вода, и поэтому дома все шевелятся, трескаются, и вот этот дом треснул и разрушился. Слава богу, никто не пострадал, но это у нас регулярно происходит. О, смотри, у вас мост прямо как в Сан-Франциско, золотые ворота. Золотые ворота, гордость. Это мы заезжаем в Студгородок, где находится музей Мамонта. У нас большой Северо-Восточный федеральный университет. Там почти 20 тысяч студентов, что на 300-тысячный город очень много. Город у нас молодой. Здесь у нас озеро с мостами, у нас их даже два. Это место для свиданий красивых на мосту. И в минус 50 гуляют. Тут начинают кататься на коньках уже, когда вот как только чуть-чуть солнышко начинает в феврале светить, после крещенских морозов, сразу же полностью каток весь, с утра до вечера ребята на коньках катаются, минус 30. Подожди, еще один мост «Золотые ворота». Да. Их два. Березы, вон, настоящие. Самое яркое впечатление детства, когда вывезли родители в советское еще время на море, это не само море, это высокие деревья. Для меня это было просто шоком. Увидеть высокое дерево, которое там, в 10 раз больше, чем ты, а не в 2 раза. Слушай, ну летом же жарко здесь. Да, тут континентальный климат. Зимой минус 50, летом может быть и плюс 35 в июле месяце. Перепад температуры в некоторых местах, как Омикон, достигает 108 градусов между летом и зимой. То есть очень экстремальные перепады. И летом купаться можно. Ну, вода холодная, река Лена, на которой стоит Якутск, прогревается максимум до плюс 15 летом. Плюс 15, и это очень освежает. Когда на улице плюс 35, и ты ныряешь в воду, которая плюс 15. Коврик, да, чтобы не скользить? Да. Почему-то любят делать из гранита, мрамора. Да, потом... кстати, у меня вопрос, а почему изначально не делать ступеньки, чтобы они не скользили? Некрасиво. Так, значит, мы приехали в музей Мамонта, и могу сказать, что пока мои шутки здесь не заходят. Все такие на серьезных щах. Не, ну, народ суровый. В такой холод я, наверное, тоже особо не смеялся, потому что начнешь смеяться, и у тебя народ вот так вот останется. Да. Так, о, говоришь, китайцев нету, смотри. Первое же пожертвование — юань. Корейские еще, да? 1 юань и корейские эти 1000 вонов. Офигеть! Мамонт! Стейк из мамонта есть? Скоро будет. Стейк. Скоро мясо. Вообще, в тундре охотники рассказывают, что находили мясо и ели, чем добро пропадать. Предвкусненько. Мамонтенку Диму, который ищет маму. Да. Вот он. К сожалению, его история не очень хорошо закончилась в этом музее. Об этом просто советским детям не рассказывали. Это тот самый. Пусть мама найдется, пусть мама придет. Вот он. Ведь так не бывает на свете, что были потеряны дети. В итоге они нашли друг друга. Мама и ребенок встретились. Якутская жестокость.
Ведет экскурсии главный мамонтолог в Якутии, мой отец. Это твой отец. Да. Он у меня занимается мамонтами. Нам же ехать надо. Быстро. Это программа «Илья здесь только один день». Во-первых, мне нравятся сувениры. Обратите внимание. То есть последний раз подобную камеру я видел в морге. Что должно произойти? Ну тут Там труп мамонта лежит. Значит, у Егора отец оказался главным мамонтологом. всея Якутии. Да? Это не шутка? Ну, старший научный сотрудник музея мамонта. Все туристы, которые приезжают сюда, все ученые с ним работают. У нас не только же мамонты, у него там... Он раскопал первую прирученную собаку, как он считает, ну, он это защищает эту идею. Тут на самом деле с мамонтами люди все имеют дело. У нас есть как бы купаешься и натыкаешься на бивень, или копаешь как бы, яму под туалет на даче и выкапываешь бизона. Вполне. Подожди, ну из бивня мамонта вы какие делаете сувениры? Да, все что угодно, шахматы. Там, А это можно? Они там, ну это легально? легально, да? А здесь продаются в музее сувениры или нет? В этом, по-моему, нет. Это первый в мире музей без сувенирной лавки. Зато есть мамонт просто стоит в коридоре. Подожди, это настоящий скелет мамонта? Конечно. То есть это не копия? Нет. Полный скелет мамонта. Почему? Так, а вы музей... Да, музей мамонта 4-5 этаж, это музей археологии этнографии. А это уже другой А в музей. музее археологии снимать нельзя? Ну, за деньги можно. А, ну за деньги можно? Да. Все, хорошо. А сколько стоит? Сколько у нас стоит? Ну, нас никто не снимал. Почему? Значит, в музее с нами произошла замечательная история. Мы уже выходим, и я снимаю в коридоре мамонта, как тут подходит молодой человек и говорит, что снимать нельзя. Снимать нельзя. Я уже соскучился по этим двум словам. Вот эти вот пронзительные «снимать нельзя». Вот это. И нельзя. Это как ногтем по стеклу такой звук. Нельзя снимать. Подошел мужик. В чем дело? Почему нельзя снимать? Потому что съемка платная. Я говорю, отлично. Давайте, я вам заплачу. Сколько надо денег? Он подходит, значит, у него там есть какой-то прейскурант, показывает 2000 рублей стоит съемка. У нас музей, который никто не снимал. Егор все это время стоит, угорает. Вот. Я говорю, хорошо, сколько? Подходит к прайс-листу, он смотрит, ну... А там нету, там фотосъемки нет, а есть только профессиональная. Профессиональное фото стоит 400 рублей, а видео 2000. Но у меня камера любительская, и у них сломалась программа. Вот. И дальше он начал говорить, ну давайте вы хоть 400 дадите, давайте это. В общем, я надеюсь, директор этого музея проведет воспитательную работу с вот такими вот сотрудниками, которые запрещают снимать и еще какие-то деньги за это хотят. Я еще понимаю, какая-то вот действительно профессиональная съемка, но за любительскую съемку в музее, ну что это такое? Это никуда не годится. Егор ушел, потому что ему стыдно было за этого мужчину, который запретил снимать нам мамонта. Надеюсь, что такие запреты на съемку вымрут как мамонты. Здесь у нас есть интересный момент, смотрите, шлагбаум с пешеходным проходом. Так вот дело. Я такое раньше, кстати, не видел. Так, вот это жестокое обращение с животными, смотри. Привязали собаку, кстати, ее полчаса назад привязали, при нас. Ну, это якутская лайка, они привыкшие к такому. Что привыкшая, жопа сидит на границе, смотри, она говорит, спаси меня. Тебя привязали, мои хорошие, тебя не отпускают. Давай спасем собаку. Что, как ты это видишь? Значит, я предлагал собаку спасти, но Егор сказал, что это специально обученная собака, и она обучена сидеть на холодном граните часами, и ничего и не будет. Но мне животное жалко. В 4 году хиджры был ниспослан аят Всевышнего Аллаха, в котором было запрещено пить алкогольные напитки. Не ожидал встретить надпись. Цитаты из Корана в Якутске. Это хороший повод рассказать, что надо пить, чтобы выжить. Горячий чай таежный с чабрецом. Подожди, то есть вы не пьете водку? Не, русский пьет водку, мы не пьем. Мы пьем кумыс. Да, пиво пью. Люблю всякие крафты. Волковскую пивоварню люблю. Это какой-то неправильный якут. Водка же невкусная.
Что ты сказал? Водка невкусная. Как ее можно пить, вообще не понимаю. Это мы куда пришли? Это у нас берег озера Сайсары, берег городского канала. Тут просто остановились, чтобы посмотреть немножко на город, на панораму. Здесь всякие у нас проходят брейк-данс-фестивали под этим мостом. Тут ребята рисуют граффити. Озеро достаточно замерзло, что уже можно ходить, оказывается. Вон ребята на лыжах катаются. Так подожди, минус 20. Понятно, что оно замерзло. Ну, долго достаточно замерзает, тонкий лед. Потом оно как бы толще становится. Люди уже, правда, реку Лену переходят пешком уже. Да? Он, например, вот этот район сильно, он как бы был раньше депрессивный. Он там, вот за теми комплексами, которые, мне кажется, вдохновлены Марина Бэй Сэндс в Сингапуре. Да. Бассейн не падает. Да. Каток, смотри. Каток на крыше. В Сингапуре на Марина Бэй Сэндс у них там бассейн огромный на крыше. Это, для тех, кто не знает, это, ну, наверное, один из самых известных отелей мира. В Сингапуре на насыпных территориях построили такой огромный пятизвездочный отель. 3 башни, и сверху соединен таким гигантским, я не знаю, как это можно назвать, палубой, на которой бассейн с таким потрясающим видом. Я делал тут репортаж. И здесь вот, да, мы нашли похожий дом. И там на крыше, наверное, нужно залить каток. Вообще прогнозируется, что лет через 15-20 в Якутске будет жить уже больше 500 000 человек, если все такими темпами продлится. Вообще в Республике Саха-Якутия рождаемость, как в Кавказских республиках, у нас очень любят детей. То есть мы там в топ-5, по-моему, входим по естественному У приросту тебя сколько детей в семье? Пока никого. Ну, не, я имею в виду... Насколько я знаю. Ну, у тебя братьев сколько? 2, нас 2. Много, да. Ну, да. Ну, в деревнях очень любят, там люди по 7, по 8 детей рожают. А это элитный якутский жилой комплекс. Мусор ведь может так до весны замерзнуть и лежать, да? Ему ж ничего не будет. Так а что мусор-то не убирают? Ну, видишь, как все упаковано. Наверное, скоро вывезут. Кто-то собрал, приготовил, вывезут. Холодно. И вот главный минус, все хорошо. Мосты красивые, мамонты, но холодно. То есть этот машину уже не заведет. То есть он до весны так оставляет машину и все, да? Да, подснежник. Слушай, ну снега мало, снег еще не выпадал у вас, да? У нас снега вообще мало, у нас сухо. У нас как бы не намного больше снега, чем сейчас будет. Вот типичный типовой дом 112 серии. Первый этаж, как второй. Элитное жилье. Сколько, думаешь, сколько здесь квартира стоит в этом доме? Вот в этом? Да. Ну, не знаю, ну, несколько миллионов. Однокомнатная, вот сколько думаешь? Там Миллионов квадратов 4. 50. 4? 3. Бери больше. Сколько? Вот в этом доме однокомнатная 4 может стоить. В старом 90-го года постройки. А что снимаете? А в этом доме... Дома снимаем. Да, что, Вот нравится? красиво, да. Квадрат 65 тысяч самая минимальная цена, 80 средняя цена. А в таких комплексах может 100-120 стоить за квадрат. Их покупают, разлетаются как горячие пирожки. Мы поедем в 203 микрорайон, совершенно новый район города, и там есть у нас жилой комплекс «Паруса», который квартирки так сумасшедших денег стоят, будто они на Остоженке. Ну, их еще раскупили на этапе свай. Моя ошибка была не взять перчатки. Ну рассказывай, мы где сейчас? Мы сейчас находимся на улице Кирова, и идем смотреть на памятник Абакаяде. И смотрим сейчас, это у нас проект есть с администрацией города. Решили делать каждый год большие полноформатные работы стрит-арта. Это местный художник, Кадана Игнатьева нарисовала мурал, она рисовала его там целый месяц. В этом году конкурс продолжился, наш проект. Вон там видно вот немножко Чарон, который итальянец Якурчи нарисовал. Мы его привезли, он здесь работал. У нас еще Женя Желваков работал, который из атмосферы там в другом месте. И вот тоже местные художники. Значит, это аллея, друзья. Аллея посажена 27 мая 2016 года сотрудниками ЯСЯ в рамках акции «Я Якутия». Подожди, ну ты видишь аллею здесь или нет? Ну да. Где? Вот же, это же раскидистые деревья. Для Якутии это очень даже. Скажите, пожалуйста, вам не холодно? Ой, нормально. Это было интервью с местными жителями. Самый северный в мире цирк, где выступают забитые китайскими бамбуковыми палками дети Якутии. Да, и очень хорошо выступает. Так что вовремя примененная бамбуковая палка, она делает тебе лучше. Проходит Петр Бекетов, который в 1632 году основал Якутск. Прибыл сюда с казаками на ботиках и острог сделал. И это его жена, местная якутка Абакаяда. Их совместный ребенок символизирует вот вечную дружбу России и Якутии. Дети, рожденные от смешанных браков, что не редкость в Якутии вообще, да, называются сахаляры или баганы.
И это целый отдельный народ. Очень интересные и очень красивые девушки сахалярки. Объясните мне, пожалуйста, нахрена, если у вас 9 месяцев в году снег лежит вот это вот и скользко, зачем все делать из полированного гранита? Задайте кто-нибудь этот вопрос администрации Якутска. Я заметил, здесь очень много памятников. У вас прям памятники на каждом пятачке стоят. Ну, красиво, зато чисто. Смотри, нету этого грязи, нету. У вас же дороги солью-то не бесполезны. Да, солью не посыпают, но посыпают песком. И потом все это весной превращается в месиво. Так, и мы сейчас наблюдаем за общественным пространством. У нас есть собственные звезды, которые у них свои какие-то переживания. Они выпускают альбомы, клипы, делают концерты, собирают тысячи людей. И о них никто не знает за пределами Якутии. И у нас даже есть собственный кинематограф, о котором ты, наверное, слышал. Якутское кино, как ты не слышал об этом? Легендарное якутское кино. На самом деле, без шуток. Да? У нас, когда выходит якутский фильм, он побивает в прокате даже голливудские Самый блокбастеры. известный якутский фильм. Самый известный, например, серия «Каскил», она собирала в прокате больше, чем «Трансформеры» в Якутске. И, например, «Костер на ветру» фильм, который получил кучу призов, участвовал в Пусанском кинофестивале. Это что такое? Подожди, это что такое? Это скамейка. А почему она так сделана? Считается, что так удобнее, что на ней там снег не скапливается. То есть, если бы она стояла Да открытая, ладно, на ней был бы снег. Погоди, офигеть. Невероятное изобретение. С ума сойти, вы видели? Вот это вот невероятное просто изобретение. Слушай, а к вам приезжал Артемий Лебедев, ты знаешь эту историю? Да. Несколько раз. И он написал, что Якутск это жопа мира, и все на него обиделись. Да. Почему? Люди очень любят свою землю, свой Якут, свой народ. И очень трепетно относятся к этому отношению, когда какие-то заезжие блогеры приезжают, фотографируют, снимают, и потом они высказываются вот так вот. Я тоже понимаю, и Артемия тоже понимаю, потому что я думаю, что это был слишком раздутый скандал, конечно. Вы же блогеры, же вам интересно, красное словцо, чтобы людям было интересно, чтобы люди кликали. То есть Якутск это не жопа мира? Конечно, Якутск не жопа мира. Да, опять смотри, опять они делают скользкую плитку, прямо как в Казахстане. Вот казахи очень любят ковер везде, тоже казахи где-нибудь в Алмате, в Астане, везде этот скользкий, невозможно скользкий камень и ковры. Они специально делают, чтобы не было выхода, чтобы ты обязательно положил туда ковер, камень силы. Тут действительно памятники какие-то на каждом шагу. Егор так сквозь зубы прошептал: холодно. Я всегда на машине езжу просто. Моя компания разработала приложение для такси, InDriver называется. Я каждый день на нем езжу, поэтому я как-то не привык перемещаться пешком по городу. Реально, я получил десятки писем от местных жителей, и каждый что-то советует, но Егор написал самое офигенное письмо, самое подробное, самое душевное, и по этому письму я понял, что чувак действительно хорошо знает свой город, любит его, и интересно про него расскажешь, и я не ошибся, видите, человек на позитиве. Вот человек просто... Вот у нас целый есть этот корейский центр LG. Корпорация LG у нас открыла свое представительство. Это у нас бизнес-центр, самое уродливое здание в городе, как я считаю. Потому что оно очень странное. Я бы тут сказал, что у вас тут странного. Кроме этого здания, тут список можно длинный делать. Город кишками наружу называют, потому что у нас все коммуникации снаружи идут. Вот эти бесконечные трубы, вот эти вот арки над дорогами. Потому что если закопаешь трубу, то потом ее не откопаешь. Вечная мерзлота ее там поглотит. То есть вот эти все коммуникации, они тут так? Снаружи. И когда, например, трубу прорывает зимой, то очень красиво получается. Ледяные водопады.